Здравствуйте, Овны! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. Сегодняшний расклад на вторую половину месяца мая. Давайте посмотрим, что же вас ожидает. Какие вам карты сегодня выпадут, что интересного у вас произойдет. Я напомню, что это общий таро-прогноз, что он не индивидуальный, не личный. Надеюсь, большинству из вас он подойдет и будет резонировать с вашей ситуацией. Можете в ваших комментариях написать, насколько вам видео подошло, насколько оно перекликается с ситуацией в вашей жизни. Итак, первая карта у вас семерка кубков. У кого-то из знаков уже была такая первая карта. В целом это возможности, да, варианты. Может быть, у знака Тельца, по-моему, такая была. То есть какие-то варианты, которые в вашей жизни присутствуют, да, возможно, вам сложно сделать какой-то выбор, принять решение. Оно может касаться даже, не знаю, здесь десятка кубков вашей семьи, верховная жрица. Вы можете испытывать определенные сложности с принятием какого-то важного для вас решения, потому что вы теряетесь в этих вариантах, которые у вас есть, которых может быть очень много. И эта десятка кубков, соответственно, которая тоже здесь есть, да, она показывает, что ваша семья, дом, отношения имеют для вас очень важное значение, и для вас важны мир, гармония, баланс, которые здесь во второй половине месяца мая будут иметь важное решающее значение при принятии решений, которые касаются этой сферы жизни, либо при необходимости вам нужно будет доверять своей интуиции, своему внутреннему чутью в решениях, которые повлияют на вашу семью, на ваш дом, да, то есть на вашу личную жизнь. И следующей четвертой картой у вас четверка пентаклей, карта такой бережливости, может быть, желание сохранить свои ресурсы или попытка защитить свои ресурсы. То, что для вас важно, какие-то материальные, возможно, вещи, или ваши силы, ваше здоровье. Для некоторых из вас здесь настало время отпустить что-то, возможно, по этой карте. И идея может быть в том, чтобы не цепляться чересчур сильно за реальность, которая когда-то существовала, да, и сейчас остается лишь вашей иллюзией, допустим. То есть вы, возможно, отпускаете свое эго в каком-либо вопросе. Ну, давайте посмотрим, что еще здесь будет. Будет карта смерть рядом с четверкой пентаклей, карта звезда. У многих знаков карта звезда выпадает. Смерть, по сути, трансформация. То есть, опять-таки, необходимость отпустить что-то, за что вы сильно цепляетесь здесь. И даже не знаю, в целом, для этого вы делаете вот это все, или отпускаете что-то, за что вы крепко держитесь. Для того, чтобы прийти к вашей цели, нужно что-то поменять. Что-то будет подталкивать вас к тому или даже заставлять вас что-то изменить или от чего-то отказаться, что-то кардинально поменять. То есть такая своего рода эволюция происходит, которую вам нужно будет пройти самостоятельно. И даже если вы крепко держитесь за что-то из-за каких-то глубоко укоренившихся, возможно, страхов или неуверенности, которые обычно коренятся в прошлом, вам здесь нужно будет поменять эту сложившуюся ситуацию у вас. То есть нужно будет кардинально что-то изменить. Это не обязательно что-то вот по карте смерть страшное, но это как завершить какие-то для вас привычные действия, да, привычную картину какую-то для вас. Вам нужно как будто стать чем-то совершенно другим или радикально поменять свое отношение к чему-то, оставить позади определенную часть себя и измениться, осознать, что что-то поменялось, возможно, эволюционировало, и больше не служит вам, больше вам не подходит, или какая-то схема, какие-то действия вам больше не служат, за которые вы цеплялись, может быть, какой-то способ, да, которым вы раньше взаимодействовали с людьми, или какой-то способ на работе, или что-то, да, как способ. Не обязательно это что-то материальное, прям это может быть какое-то ваше действие, это как вы раньше делали, и вам нужно здесь от этого отказаться, то есть произвести эти перемены, отказаться от какой-то идеи, возможно, от того, что вы вот хотели каких-то определенных, не знаю, целей достичь, может быть, нужно их поменять цели ваши.
да, и поменять цели на что-то неплохое, что-то, что будет еще интереснее или что приведет вас к чему-то еще более лучшему, чем то, что у вас было. Потому что здесь очень много фантазии, очень много вдохновения с этой 7 кубков. Ну, 10 мечей, по сути, да, она тоже подкрепляет карту смерть, показывает, что что-то завершает, что-то вы отпускаете, даже если это отпустить может быть сложно или болезненно. И 10 мечей здесь, она символизирует завершение этого цикла, окончание цикла. И да, она показывает отказ от идеи чего-либо и приведение к более глубокому пониманию и осознанию, что что-то уже сделано. То есть что-то закончилось, что-то исчерпало себя. Или, может быть, какая-то идея у вас возникает, чтобы посмотреть на свою жизнь иначе, под другим углом, совершенно по-другому. И вот так, да, поменять какой-то свой взгляд, который был ранее, да, и сейчас он не подходит уже под ту реальность, в которой вы живете. То есть отказаться от какой-то идеи, чтобы что-то новое в вашей жизни произошло. То есть карта Солнца здесь, она показывает прояснение ситуации и понимание чего-то более ясно, более четко и понятно для вас, что раньше вы, возможно, не осознавали или не понимали так, как сейчас. И дальше у вас есть карта правосудия, у вас есть 4 мечей, это карта перерыва, то есть вам нужно сделать какую-то паузу, вам нужно сделать шаг назад, прислушаться к себе, к своей интуиции, к своему внутреннему чутью, к своему внутреннему голосу, для того, чтобы двигаться вперед перед правильным путем. И по правосудию, да, принять какую-то истину о том, что что-то было, но больше не существует, и вам нужно двигаться вперед, да, но при этом движение вперед и вот необходимость отпустить что-то одно, чтобы принять что-то новое, оно должно быть сопряжено, да, с тем, как должно быть, как это законно, правильно, да, то есть чтобы не было каких-то переступаний через моральные, этические нормы или законы, чтобы не нарушать чьи-то права, соответственно. Может быть, будет необходимость подписывать какие-то бумаги, документы, что-то такое здесь оформлять, соответственно, поэтому карта правосудия есть. Но перед этим вам хорошенько нужно подумать и разобраться в том, действительно ли вам это нужно и как это повлияет на вашу семью там, или на вашу стабильность, на ваших близких, на ваши взаимоотношения. Давайте посмотрим. Еще есть 8 жезлов, есть принц или рыцарь пентаклей. Да, но в целом здесь есть очень много прогресса, движения вперед, которое у вас здесь начинается после этих изменений. И здесь важно будет управлять этими изменениями, ориентироваться в их темпах, потому что может начать что-то очень быстро после той паузы, которую вы делаете, да, и вам дается этот внезапный всплеск энергии, когда что-то очень мощно, быстро двигается, и что-то начинает набирать обороты и двигаться вперед, соответственно. И для некоторых из вас даже какое-то путешествие там может быть вместе с рыцарем Пентаклей, который, да, вот он земной такой, он как бы медленный, он замедлять пытается и стабилизировать эту ситуацию, делать ее более спокойной, планомерной. Но вот вам нужно здесь постараться будет не поддаваться суете или не поддаваться какому-то безумию в этом быстром развитии событий. То есть речь идет о том, чтобы ответственно, поэтапно, следуя там норме законов, опять-таки двигаться в каком-то важном для вас вопросе. В целом, давайте посмотрим, еще есть карта влюбленные, есть карта 2 мечей. Но по сути это карта выбора тоже. Вам здесь нужно разобраться, какое решение вы принимаете, как это решение повлияет на ваши отношения, как это повлияет на ваши отношения с окружающими людьми или отношения в паре, соответствует ли это тому, что там является правильным для вас, для вашего партнера, допустим, или для ваших близких. Речь идет о том, чтобы вы делали то, что вы считаете правильным, лучшим, да, потому что это то, что действительно соответствует вашему внутреннему я, и вам нужно убедиться, что ваши решения, они этому соответствуют, что решения и действия, которые вы делаете, что вы с ними сможете жить. То есть некоторые из этих решений могут оказаться действительно сложными, трудными для принятия, но вам не нужно принимать решения в отрыве от реальности, нужно сохранять какую-то заземленность
и, возможно, обсудить принятие решения с человеком, который для вас важен, с которым у вас существует крепкий союз. Ну, достаточно неплохой на самом деле для вас расклад здесь. Вам нужно действовать, исходя из вашей интуиции, да. Вам, возможно, я думаю, что здесь какие-то решения семейной жизни будут все-таки даваться, либо они будут очень сильно влиять на вашу семейную жизнь. Поэтому вам нужно будет убедиться, что вы принимаете это решение максимально правильно и что никто не пострадает, да, в этом вашем стремлении двигаться вперед и создавать что-то реальное. Я думаю, что на этом мы наш расклад сегодняшний завершим для овнов. Всем желаю всего самого наилучшего. Пишите ваши комментарии и ваши отзывы. Я постараюсь ответить вам на ваши сообщения. А также не забывайте подписаться, кто еще не подписан. Тоже очень-очень буду признательна за такое ваше действие. На этом сегодня все. Берегите себя, берегите своих близких и до скорого.